Сегодня поговорим о реконструкции ракария. Покажу вам, каким он был несколько лет назад и какие работы необходимо выполнить по его реконструкции. Это овсянница, это тоже барбарис Тунберга. Посмотрите, желтая, прекрасная окраска у него. Далее, это самшит. Вот это красавица армерия. А вот это тоже барбарис Тунберга. Это был ракарий, который я соорудила буквально за 2 часа несколько лет назад. Сейчас вы видите ракарий на сегодняшний день, как он выглядит. Конечно же, я его буду реконструировать. Сегодня я буду проводить так называемую реконструкцию моего ракария. Растения, которые были высажены в ракарии 4 года назад, хорошо подросли. Это и самшит, и барбарис Тунберга. Выглядят они прекрасно, но сам ракарий начал зарастать. Хочу изменить форму ракария, немножечко сделать ее другой. Растения какие-то дополнить, может быть, какие-то убрать вообще. И начала я с того, что прежде всего необходимо убрать гравий, который здесь находится, и нетканый черный материал, которым я устилала поверхность почвы. С чего я начинаю? Это, конечно же, с обработки моих растений. Вот овсянница. Я ее стригу, убираю траву, которая поселилась внутри куста, ну и провожу некоторые дополнительные мероприятия. Итак, я проделала следующую работу. Убрала основную массу гравия, который был здесь рассыпан. Убрала нетканый материал, лента, которая была вот здесь вкопана. Выкопала некоторые растения. Кроме того, я немножечко разровняла мой ракарий. Здесь я подстригла барбарис желто-салатовый. Придала форму самшиту. Вот он какой в виде тарелочки у меня получился. И вот этот барбарис тоже срезала высокие ветки. Ну а гехера у меня осталась на месте. Затем я изменила форму ракария. Немножечко сделала такие более плавные линии в нем. Увеличила его в размерах. Немножечко подсыпала вот земли, обработала край. Вот, и буду приступать к следующему этапу работы. В следующем сезоне я продолжила работу над своим ракарием. Опять-таки удалила сорняки по мере возможности, вкопала ленту бордюрную шириной 15 сантиметров. Считаю, что это очень хорошая ширина для того, чтобы весной ее не выталкивала из земли. Над поверхностью земли я оставила 3-3,5 сантиметра, потому что будет укладываться гравий, поэтому немножечко приподнимется. Использовала спанбонд черного цвета 60-ку. Аккуратненько раскладывала спанбонд. Особенно сложно его раскладывать под растениями, и надо постараться, чтобы он плотно прилегал к бордюрной ленте для того, чтобы предотвратить появление сорняков. Затем рассыпала гравий самой малой фракции, предварительно его промыла водой для того, чтобы не было песка. Затем обратной стороной грабель я разровняла поверхность ракария для того, чтобы он был более ровным. После этого мы начали утрамбовывать, немножечко прижимать наш гравий к бордюрной ленте, опять-таки, чтобы не было зазоров. И после этого начали рассыпать гравий более крупной фракции, приблизительно 2-4 сантиметра. Вы можете на свое усмотрение использовать гравий. Можете использовать гравий более крупный, можете использовать вместо гравия кору сосновых пород деревьев и так далее. То есть все на ваше усмотрение.
Ракарий смотрится естественно. Толщина слоя гравия должна быть не менее 5-7 сантиметров. Все растения выглядят достаточно хорошо. Вокруг них мы разложили камни, чтобы придать нашему ракарию более такой естественный ландшафт. Ну и, конечно же, надо ухаживать за ним для того, чтобы не прорастали растения, или же, если растения появляются, для того, чтобы их вовремя удалить. Смотрите, и самшит, и барбарис, и все выглядит великолепно. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.